что если под антарктическим льдом толщиной в 3 километра ученые нашли не просто аномалию, а следы цивилизации, которая существовала задолго до появления человека. В 2023 году спутниковые снимки зафиксировали под ледяным щитом правильные геометрические структуры размером с небольшой город, а радарное зондирование показало материалы, которых нет ни в одном земном геологическом слое. Это не Атлантида, не нацистская база и не секретный бункер. То, что нашли исследователи, не вписывается ни в одну известную науке категорию. Все началось в ноябре 2021, когда норвежская геофизическая группа под руководством доктора Эрика Хансена проводила стандартное радарное зондирование в районе хребта трансантарктических гор. На глубине 2800 метров приборы зафиксировали отражение сигнала от поверхности, которая не должна была там существовать. Компьютер классифицировал объект как неизвестная структура искусственного происхождения и автоматически отправил данные в базу данных Норвежского полярного института. Через 6 часов доступ к этим данным был заблокирован по запросу организации, название которой в официальных документах было замазано черным маркером. Хансен успел сохранить первичные показания на личный накопитель. На радарограмме отчетливо видны 3 параллельные прямые линии длиной около 400 метров каждая, расположенные под углом 90 градусов друг к другу. Природа не создает прямых углов в скальных породах на такой глубине. Промежутки между линиями составляли ровно 72 метра, одинаковые с точностью до сантиметра. Хансен передал снимки геологу Петру Волкову из Российского арктического и антарктического научно-исследовательского института, который подтвердил, такая симметрия исключает естественное происхождение. В марте 2022 американская экспедиция в рамках программы Voice Divide случайно подняла со дна ледяной скважины на глубине 2400 метров фрагмент материала темно-серого цвета. Размером с кулак, весом около 120 граммов. Геолог экспедиции Карен Уолш первоначально приняла его за вулканическую породу, однако при попытке сделать срез алмазным буром инструмент сломался. Твердость материала превышала 10 по шкале Моуса, то есть была выше твердости алмаза. Химический анализ, проведенный в полевых условиях, показал состав, в котором отсутствовали все известные земные минералы. Образец был немедленно изъят представителями Национального научного фонда США и с тех пор официально числится как утерянный при транспортировке. Уолш сделала фотографии до изъятия. На снимках видна поверхность материала с регулярными углублениями диаметром около 3 мм, расположенными в виде сетки. Расстояние между углублениями одинаковое по всей поверхности фрагмента. Российский материаловед Сергей Дмитриев, которому Уолш переслала фотографии, написал в своем ответном письме одно предложение. Это не может быть изготовлено известными нам технологиями. Японская антарктическая экспедиция Сира-З-37 в феврале 2023 зафиксировала тепловую аномалию в районе подледникового озера Восток. Температура в точке аномалии превышала температуру окружающего льда на 14 градусов Цельсия. Источника геотермальной активности в этом районе нет. Ближайший вулканический массив находится в 800 километрах. Тепловая аномалия имела форму правильного восьмиугольника с диагональю около 160 метров. Японские ученые опубликовали предварительный отчет в закрытом разделе базы данных СКАР, научного комитета по антарктическим исследованиям. Через 2 недели отчет был переведен в категорию «Ограниченный доступ» без объяснения причин. Все 3 события произошли в разных точках Антарктиды в разное время, с участием исследователей из разных стран, которые не были знакомы между собой. Все 3 случая объединяет одно: данные засекречены, образцы исчезли, а ученые получили устные рекомендации не акцентировать внимание на своих находках. Хансен уволился из Норвежского полярного института в августе 2022. В своем последнем интервью изданию Aftenposten он сказал, что причиной увольнения стало давление сверху по поводу определенных данных. На уточняющий вопрос журналиста он ответил отказом. Под антарктическим льдом находится не промерзший мертвый камень, а целый скрытый мир с реками, озерами и горными хребтами. Озеро Восток – крупнейший подледниковый водоем планеты. По площади сопоставимо с Онежским озером и содержит жидкую воду, которая не контактировала с атмосферой около 15 миллионов лет. В 1996 году российские ученые пробурили скважину до глубины 3600 метров и остановились в нескольких десятках метров от поверхности озера. Когда в 2012-м бурение все же достигло воды, поднятые образцы содержали бактерии с ДНК, не совпадающие ни с одним известным земным организмом. Официальная версия – там загрязнение образцов буровой жидкостью. Однако 3 независимые лаборатории в России, США и Великобритании подтвердили, загрязнение исключено, потому что обнаруженные последовательности ДНК не присутствуют ни в одном компоненте бурового раствора. Подо льдом Антарктиды скрываются горные системы, сопоставимые по масштабу с Альпами. Горы Гамбурцева.
Полностью погребенный под льдом хребет длиной 1200 километров с пиками высотой до 3000 метров был обнаружен советскими учеными в 1958 году. Вопрос, который до сих пор не имеет ответа. Как горы такого размера оказались полностью покрыты льдом без каких-либо следов эрозии на вершинах? Эрозия от ветра и воды должна была оставить характерные отметины за миллионы лет. Их нет. Геолог Робин Белл из Колумбийского университета, руководившая исследованием гор Гамбурцева в 2009-м, назвала их сохранность геологической загадкой без объяснения. В 2018 году итальянско-британская группа с помощью радарного зондирования обнаружила под ледником в земле Уилкса систему из 91 подледникового озера, соединенных разветвленной сетью каналов. Каналы имеют ширину от 20 до 150 метров и тянутся на сотни километров. Вода в системе находится в постоянном движении. Это установлено по изменениям уровня поверхности льда, которые фиксируются спутниками. Что движет водой в системе, замкнутой под 3-километровым слоем льда при отсутствии геотермальных источников в этом районе? Официального ответа нет. Британская антарктическая служба в 2020-м опубликовала результаты анализа ледяных кернов возрастом около 800 тысяч лет. В образцах на глубине, соответствующей примерно 120 тысячам лет назад, обнаружены следы сажи и полициклических ароматических углеводородов, химических соединений, которые образуются при сгорании органического материала при высоких температурах. Концентрация этих соединений в слое соответствует масштабу крупного пожара площадью не менее нескольких тысяч квадратных километров. 120 тысяч лет назад Антарктида уже была покрыта льдом, гореть там было нечему. Откуда взялась сажа, в публикации не объясняется, авторы ограничились формулировкой «требует дальнейшего изучения». Карты антарктического дна, полученные со спутников за последние 10 лет, показывают рельеф, который при отсутствии льда выглядел бы как густонаселенная речными долинами местность. Долины правильной формы, плоские равнины, террасированные склоны – все это признаки длительного воздействия жидкой воды на поверхность в условиях теплого климата. Геологи датируют последний период, когда Антарктида была свободна ото льда – 34 миллионами лет назад. Но некоторые формы рельефа выглядят значительно моложе. Французский геоморфолог Жан-Пьер Верна в статье 2021 года указал на несоответствие. Часть долин в земле королевы Мод демонстрирует признаки водной эрозии возрастом не более 100 тысяч лет. Это означало бы, что в этом районе существовала жидкая вода, а значит тепло, в период, когда весь континент по всем расчетам должен был быть полностью заморожен. Радарные снимки Земли королевы Мод, опубликованные Германским аэрокосмическим центром в 2019-м, содержат объект, который аналитики центра обозначили кодом QM119. Под слоем льда толщиной 2 километра 200 метров находится структура размером 300 на 400 метров с четкими прямыми границами и внутренними перегородками. Термин «внутренние перегородки» в официальном отчете означает, что объект не монолитный. Внутри него зафиксированы полости правильной формы, разделенные стенами одинаковой толщины. Отчет был опубликован в закрытом разделе базы данных центра и стал публично известен только после того, как его скопировал и разместил в открытом доступе анонимный пользователь в марте 2021. Геофизик Майкл Стоун из Университета Колорадо провел независимый анализ тех же радарных данных. Его вывод – плотность материала внутри объекта QM119 значительно выше плотности окружающей скальной породы. Это означает, что структура не является пустотой или ледяной пещерой. Она заполнена чем-то более тяжелым, чем базальт. Стоун направил запрос в Германский аэрокосмический центр с просьбой предоставить необработанные данные для повторного анализа. Ответа он не получил. В 70 километрах от объекта QM119 норвежский спутник дистанционного зондирования зафиксировал в 2022 году магнитную аномалию интенсивностью в 600 нанотесла. Для сравнения, обычное магнитное возмущение над крупным железорудным месторождением составляет около 100 нанотесла. Аномалия имеет форму, близкую к кругу диаметром около 80 метров. Источник аномалии находится на глубине около 800 метров, значительно выше коренных пород, то есть внутри самого ледяного щита. Никакого известного природного процесса, способного создать концентрированное магнитное поле такой интенсивности внутри льда, не существует. Снимки со спутника НАСА ИСАТ-2, сделанные в период с 2018 по 2022, показывают в районе Земли королевы Мод периодическое проседание поверхности льда над одной и той же точкой. Проседание составляет от 8 до 12 сантиметров. Происходит примерно раз в 18 месяцев. И затем поверхность возвращается в исходное положение. Глициолог Анна Пирс из британской антарктической службы, изучившая эти данные, исключила таяние льда как причину. Температурный профиль в этом районе стабилен. Она также исключила движение подледниковых вод. Ближайшее известное подледниковое озеро находится в 140 километрах. В своей внутренней служебной записке, копия которой попала в открытый доступ через запрос по закону о свободе информации, Пирс написала:
Периодическое вертикальное смещение поверхности не имеет объяснения в рамках известных глициологических процессов. Наиболее детальные данные о подледных структурах Антарктиды собраны в рамках международного проекта BADMAP-3, завершенного в 2023. Проект объединил данные радарного зондирования от 23 научных организаций из 12 стран. Итоговая карта рельефа антарктического дна считана наиболее точная из когда-либо созданных. Однако в финальной публичной версии карты отсутствуют данные по 3 районам общей площадью около 80 тысяч квадратных километров. Официальная причина – недостаточное покрытие съемкой. Это объяснение опроверг австралийский геофизик Джеймс Коннор, указавший, что все 3 района многократно покрыты маршрутами самолетных съемок разных экспедиций. Данные существуют, они просто не включены в публичную версию карты. Все аномалии сосредоточены в одном регионе – земле королевы Мод, норвежской территории претензий площадью 2,5 миллиона квадратных километров. Именно над этим районом в январе 2022 в течение 3 недель баражировал американский военный самолет-разведчик RC-135, обычно используемый для радиоэлектронной разведки над зонами активных военных конфликтов. Вопрос о том, кто мог создать структуры под антарктическим льдом, упирается в одну фундаментальную проблему. Возраст льда над объектом QM-119 составляет не менее 800 тысяч лет. Это означает, что все, что находится под ним, существует там как минимум столько же. 800 тысяч лет назад на Земле не существовало ни одной человеческой цивилизации, способной создать структуру с внутренними перегородками из материала плотнее базальта. Homo sapiens как биологический вид появился около 300 тысяч лет назад. Первые признаки организованного строительства у человека датируются примерно 12 тысячами лет назад. Это Göbekli-Tepe в современной Турции. Разрыв между возрастом антарктических структур и появлением человека составляет почти 800 тысяч лет. Заполнить этот разрыв нечем. В палеонтологической летописи Земли нет никаких следов технологически развитого вида в этот период. Палеонтолог Ричард Форти из Лондонского музея естественной истории в 2021 году опубликовал статью о так называемом сигнале разумной деятельности в геологической летописи. Его тезис: если на Земле когда-либо существовала нечеловеческая технологическая цивилизация, следы ее деятельности в породах возрастом более 100 тысяч лет практически неотличимы от природных аномалий при стандартных методах анализа. Форти не упоминал Антарктиду напрямую, однако его статья была процитирована в закрытом отчете Национального научного фонда США, копия которого появилась в открытом доступе в 2023. Альтернативная версия, которую рассматривают несколько независимых исследователей, связана с теорией катастрофического смещения земной коры. Американский инженер Чарльз Хепгуд в 1958 году предложил механизм, при котором литосфера Земли может смещаться относительно мантии как единый блок за относительно короткий геологический период – несколько тысяч лет. По его расчетам, территория, сегодня занятая Антарктидой, около 100 тысяч лет назад находилась значительно севернее и имела умеренный климат. Хепгуд получил письмо поддержки от Альберта Эйнштейна, написанное за несколько недель до смерти последнего ТЭС. В нем Эйнштейн назвал идею заслуживающей серьезного рассмотрения. Если теория Хепгуда верна, цивилизация могла существовать на этой территории в период от 100 до 300 тысяч лет назад, а затем оказаться погребена подо льдом вместе со всей своей инфраструктурой в результате смещения континента к Южному полюсу. Геолог Рэндалл Карлсон провел анализ антарктических ледяных кернов на предмет признаков катастрофического климатического события около 120 тысяч лет назад. В образцах этого периода он обнаружил резкий скачок концентрации пыли в 40 раз выше фонового уровня и повышение содержания изотопа бериллий-10, который образуется при мощных космических бомбардировках атмосферы. Оба показателя характерны для периода глобальной катастрофы. Карлсон опубликовал данные в 2020-м, однако его статья была отклонена 3 крупными геологическими журналами без объяснения причин и в итоге вышла в менее известном издании. Если принять за рабочую гипотезу, что структуры в земле королевы Мод созданы нечеловеческой цивилизацией, возникает следующий вопрос: была ли она земного происхождения или нет? Астробиолог Пол Дэвис из Университета штата Аризона в своей книге 2010 года описал концепцию теневой биосферы, параллельной линии развития жизни на Земле, которая могла возникнуть независимо от известной нам биологии. Дэвис рассматривал только микробный уровень, однако его коллега-биолог Стюарт Кауфман, в частной переписке, ставшей публичной после его смерти в 2022, предположил, что независимая эволюционная линия теоретически могла достичь технологического уровня за достаточный промежуток времени и исчезнуть, не оставив следов в стандартной палеонтологической летописи. Материал, поднятый со дна скважины экспедиции Карен Уолш, твердостью превышающий алмаз и с регулярными углублениями на поверхности, если он действительно существует и не был уничтожен после изъятия, является единственным физическим образцом в этой истории. Все остальное — радарные снимки, магнитные аномалии, тепловые отпечатки — это косвенные данные.
Прямое исследование объекта QM-119 потребовало бы бурения скважины диаметром достаточного размера на глубину 2 километров 200 метров в условиях антарктической зимы. Стоимость такой операции около $900 миллионов. Ни одна научная организация официально не подала заявку на финансирование подобного проекта. В октябре 2022 года геофизик Марко Феррари из Болонского университета отправил коллегам по Международной антарктической исследовательской сети зашифрованное письмо. В письме он сообщал, что его группа зафиксировала под ледником в земле королевы МОД сигнал, который не является ни сейсмической активностью, ни радиопомехой, ни известным геофизическим явлением. Сигнал повторялся с интервалом в 27 минут 32 секунды, с абсолютно стабильным, без отклонений. Феррари написал прямо: «Природные процессы не создают периодических сигналов с такой точностью. Это либо артефакт нашего оборудования, либо что-то, о чем мы не должны молчать». Через 9 дней после отправки письма Феррари взял бессрочный отпуск по состоянию здоровья. Его коллеги из Болонского университета отказываются комментировать его местонахождение. Сигнал, описанный Феррари, не первый подобный случай. В 1987 году советская антарктическая экспедиция на станции «Восток» зафиксировала низкочастотный акустический сигнал, исходящий из-под льда. Частота сигнала составляла 18 Гц, нижняя граница человеческого слуха. Участники экспедиции описывали физическое ощущение тревоги и дискомфорта во время его воздействия. Инфразвук на частоте 18 Гц вызывает резонанс глазных яблок и внутренних органов. Сигнал продолжался 6 часов 40 минут, затем прекратился. В архивах советской антарктической программы этот эпизод зафиксирован под грифом «Нестандартное геофизическое явление, причина не установлена». Рассекреченная версия документа появилась в открытом доступе в 2015 с купюрами на 3 страницах. Австралийский сейсмолог Дэвид Нилсон в 2021 году проанализировал данные глобальной сети сейсмографов за период с 2010 по 2020. Его интересовали сигналы из антарктического региона, не соответствующие профилю землетрясений. Нилсон обнаружил 23 эпизода, в которых из района Земли королевы МОД поступали сигналы с характеристиками, типичными для мощных механических вибраций, а не тектонических движений. Механические вибрации такого масштаба в изолированном регионе без промышленной инфраструктуры объяснению не поддаются. Нилсон представил свои данные на конференции Американского геофизического союза в декабре 2021. Его доклад был включен в программу, затем за 48 часов до начала конференции исключен без объяснений. Нилсон зачитал его в кулуарах перед группой из примерно 30 коллег. Реакция научного сообщества на антарктические аномалии разделилась на 2 лагеря, граница между которыми проходит не по научным, а по карьерным соображениям. Ученые, работающие на государственное финансирование антарктических программ, публично придерживаются позиции: аномалии требуют дальнейшего изучения в рамках существующих научных парадигм. Ученые, не зависящие от этого финансирования, говорят значительно откровеннее. Профессор физики Массачусетского технологического института Джереми Хоффман в подкасте 2023 года заявил: «Если бы 10-я часть этих данных поступила из любого другого места на Земле, вокруг них уже было бы развернуто полноценное международное исследование с открытым финансированием. Тот факт, что этого не происходит применительно к Антарктиде, сам по себе является данными». Норвежский океанограф Торстен Берг, работавший на станции Тролль в земле королевы МОД в сезоне 2019-го, опубликовал в 2023 году мемуары небольшим тиражом в частном издательстве. В одной из глав он описывает эпизод, когда 2 членов его команды самовольно вышли на снегоходах в направлении координат, которые один из них получил в личном сообщении от анонимного источника. Через 4 часа оба вернулись в состояние, которое Берг описывает как выраженный психологический шок. Один из них отказался говорить о том, что они видели. Второй сказал только одну фразу: «Это не должно там быть». Оба покинули экспедицию досрочно. Норвежский полярный институт официально зафиксировал их отъезд как досрочное завершение контракта по личным обстоятельствам. Антарктический договор, подписанный в 1959 году 12 государствами, содержит статью 7, которая гарантирует свободный доступ инспекторов к любым объектам на континенте. На практике эта статья никогда не применялась в отношении засекреченных исследовательских данных, только в отношении физических станций. Данные радарного зондирования, сейсмических измерений и спутниковых наблюдений формально не подпадают под действие договора, поскольку собираются дистанционно и хранятся на серверах в странах-участницах, а не на территории Антарктиды. Именно этот правовой пробел
дел использовали американские, британские и норвежские научные ведомства для засекречивания данных без формального нарушения договора. Журналист Майкл Льюис из издания Intercept подал в 2022 году запросы по закону о свободе информации в Национальный научный фонд США, Британскую антарктическую службу и Норвежский полярный институт с требованием предоставить полные необработанные данные радарного зондирования Земли королевы Мод за период с 2010 по 2022. Все три организации отказали, сославшись на исключение по соображениям национальной безопасности. Национальная безопасность как основание для засекречивания геофизических данных с необитаемого континента, формулировка, которую Льюис назвал в своей статье беспрецедентной в истории научной политики. Европейское космическое агентство в 2023 году запустило спутник Криосат-3 с заявленной целью мониторинга таяния антарктического льда. Технические характеристики бортового радара позволяют получать изображения подледных структур с разрешением до 5 метров на глубинах до 3 километров. Это в 20 раз точнее, чем любой предыдущий инструмент подобного класса. Первые данные со спутника должны были поступить в открытый доступ через 6 месяцев после запуска согласно стандартной политике агентства. По истечении 6 месяцев агентство объявило, что данные по Антарктиде переведены в категорию совместного использования с ограниченным доступом в рамках соглашения с неназванными партнерскими организациями. Данные по Арктике, Гренландии и горным ледникам были опубликованы в срок. Антарктические – нет. Российская сторона занимает в этом вопросе отдельную позицию. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в 2021 году опубликовала технический отчет о работе станции «Восток», в котором один раздел посвящен нестандартным геофизическим показаниям за период с 2015 по 2020. Раздел содержит таблицы с числовыми значениями без пояснений и единственный комментарий. Данные переданы в профильное ведомство для дополнительного анализа. Какое именно ведомство, не указано. Российский геофизик Александр Морозов, работавший на станции «Восток» в 2018-м в интервью изданию «Новая газета», в 2022-м сказал, что персонал станции получал устные инструкции не обсуждать определенные показания приборов за пределами станции, и что эти инструкции исходили не от научного руководства экспедиции, а от сопровождавшего экспедицию офицера Федеральной службы безопасности. Китайская антарктическая программа построила в 2022 году 5-ю по счету постоянную станцию Цинлин в земле Уилкса. Официальная цель станции — атмосферные исследования и глициология. Реальная исследовательская программа станции засекречена полностью. Китай, в отличие от западных стран, не публикует даже частичных отчетов. Однако спутниковые снимки коммерческого оператора Planet Labs показывают, что в радиусе 20 километров от станции Цинлин в течение 2022-2023 годов велось активное бурение. На снимках видны следы от транспортных средств, расходящиеся от станции к 8 отдельным точкам. Глубина и результаты этого бурения неизвестны. Совокупность засекреченных данных из разных стран образует картину, в которой молчание само по себе является доказательством. Когда геофизические данные с необитаемого континента засекречиваются со ссылкой на национальную безопасность одновременно в США, Великобритании, Норвегии и фактически в России и Китае, это не совпадение научной политики. Это координация. Координация такого масштаба требует либо общей угрозы, либо общей тайны. Карта Пири Рейса, составленная в 1513 году османским адмиралом Хаджи Ахмедом Мухиддином, содержит изображение береговой линии Южного континента без ледяного покрова. Антарктида официально открыта в 1820 году. Разрыв составляет 307 лет. Сам Пири Рейс указал в примечаниях к карте, что использовал источники значительно более древнего происхождения, часть из которых восходила к эпохе Александра Македонского. Картограф Чарльз Хепгуд в 1966-м провел детальный сравнительный анализ карты Пири Рейса с современными батиметрическими данными антарктического побережья. Его вывод. Береговая линия на карте 16 века совпадает с реальным рельефом дна под антарктическим льдом с точностью, недостижимой для картографии того времени даже при наличии экспедиционных данных. Единственное объяснение такой точности — использование источников, составленных в период, когда побережье было свободно ото льда. Последний период, когда Западная Антарктида имела свободное от льда побережье в районах, изображенных на карте Пири Рейса, датируется геологами примерно 4000 лет до нашей эры. Это не 800 тысяч лет, это 6 тысяч лет назад. Если карта действительно отражает реальные географические знания того времени, кто-то обследовал антарктическое побережье 6 тысяч лет назад и создал достаточно точные карты, которые затем через цепочку копирований дошли до
вида османского адмирала XVI века. В 2017 году аргентинская антарктическая экспедиция в районе Антарктического полуострова обнаружила при бурении на глубине 18 метров слой, содержащий обработанные камни. Размер камней от 20 до 80 сантиметров. Поверхность нескольких образцов имеет следы обработки, плоские грани с прямыми краями, характерные для скалывания твердым инструментом, а не для природного разрушения породы. Аргентинский геолог Карлос Ромеро, руководивший бурением, датировал слой возрастом от 6 до 8 тысяч лет. Отчет об обнаружении был направлен в Аргентинский антарктический институт. Публичной реакции института не последовало. Сам Ромеро в интервью аргентинской газете «Кларин» в 2019-м подтвердил факт находки, однако отказался от дальнейших комментариев, сославшись на служебные обязательства. Шотландский археолог Джон Маккей в 2020 году провел систематизацию всех задокументированных находок нестандартных объектов в антарктических кернах и буровых образцах за период с 1950 по 2020. Его база данных включает 47 случаев, в которых исследователи фиксировали объекты с признаками искусственного происхождения, обработанные поверхности, правильные геометрические формы, нетипичный химический состав. Из 47 случаев 31 закончился засекречиванием или исчезновением образцов. В 12 случаях исследователи получили официальные объяснения, которые Маккей характеризует как геологически несостоятельные. Только 4 случая получили полноценное научное объяснение в рамках известных природных процессов. Маккей опубликовал свою работу в виде препринта, который был скачан более 120 тысяч раз за первые 2 недели. Ни один рецензируемый журнал не принял статью к публикации. Структурные параллели между объектом QM119 в земле королевы Мод и древними мегалитическими комплексами на других континентах зафиксировал в 2022 году инженер-строитель Грэм Хэнкок, проведший сравнительный анализ радарных изображений антарктической структуры и планировки комплекса Саксайуаман в Перу. Оба объекта демонстрируют трехуровневую террасированную структуру с одинаковым угловым соотношением между уровнями — 72 градуса. Совпадение угла в 72 градуса присутствует также в планировке египетского Гелиополиса и японского комплекса Янагуни. Хэнкок предположил, что все эти объекты могут быть наземными репликами одного оригинального архитектурного источника, возможно, именно того, что сейчас погребено подо льдом Антарктиды. Возраст льда над объектом QM119 составляет 800 тысяч лет. Это данные изотопного анализа кернов. Возраст обработанных камней в аргентинской скважине 6-8 тысяч лет. Возраст источников карты Пири Рейса предположительно 6 тысяч лет. Эти 3 временные точки не совпадают между собой и не дают единой картины. Либо под антарктическим льдом существуют объекты разных эпох и разного происхождения, либо одна из датировок ошибочна. Третий вариант. Все датировки верны, и история Антарктиды как обитаемой территории значительно сложнее, чем предполагает любая из существующих версий. В 2023 году утечка документов из внутренней переписки Национального научного фонда США попала к журналисту Карен Хаус из издания Intercept. Пакет содержал 73 страницы внутренней переписки между сотрудниками фонда и представителями Пентагона за период с 2018 по 2022. В одном из писем, датированном мартом 2020-го, старший аналитик фонда Томас Уэллс написал своему коллеге следующее. Структуры в секторе QM подтверждены 3 независимыми методами зондирования. Возраст перекрывающего льда исключает любое человеческое авторство. Рекомендую немедленное совещание с участием представителей всех договорных сторон. Ответное письмо от представителя Пентагона содержало 1 строку. Совещание состоялось. Протокол засекречен. Тема закрыта до особого распоряжения. Хаус опубликовала материал в ноябре 2023-го. Национальный научный фонд не подтвердил и не опроверг подлинность документов. Пентагон ответил стандартной формулировкой об отсутствии комментариев по вопросам национальной безопасности. Томас Уэллс к моменту публикации уже 2 года как находился на пенсии и от контакта с журналистами отказался. Наиболее детальное описание того, что именно зафиксировали приборы в секторе QE, содержится в показаниях бывшего технического специалиста программы глубокого зондирования Антарктиды Дэниела Фореста, данных им в 2023 году под псевдонимом в рамках проекта по документированию показаний информаторов государственных программ. Форест описал данные, которые он лично обрабатывал в 2019 под слоем льда в земле королевы Мод. Радар зафиксировал не один объект, а комплекс из не менее чем 9 отдельных структур, расположенных по схеме, которую Форест назвал очевидно не случайной.
Центральная структура имела размер приблизительно 500 на 500 метров. 8 структур меньшего размера располагались вокруг нее на равных расстояниях, образуя правильный восьмиугольник. Расстояние от центральной структуры до каждой из 8 одинаковое, около 300 метров. Форест сказал: «Когда я увидел это на экране, у меня было единственное слово в голове — город». Тепловая томография, проведенная японской экспедицией над тем же районом в 2021, дала результат, который японский руководитель экспедиции профессор Кензи Накамура описал в личном дневнике, опубликованном его семьей после его смерти в 2024. Дневниковая запись от 23 февраля 2021. Тепловая карта показывает распределение температур внутри структур, несовместимое с пассивным геотермальным нагревом. Температурный градиент направлен изнутри наружу равномерно по всему периметру каждого объекта. Это означает, что источник тепла находится внутри структур. Источник активен прямо сейчас. Активен прямо сейчас. Накамура подчеркнул эту фразу в дневнике дважды. Структуры под 2 километрами антарктического льда, существующие там не менее 800 тысяч лет, производят тепло в настоящем времени. Не производили когда-то, производят сейчас. Источник этого тепла не является геотермальным, радиоактивным распадом или трением тектонических плит. Все эти варианты дают иной температурный профиль. Равномерный нагрев изнутри наружу по всему периметру замкнутой структуры соответствует единственной известной физической модели — активной системе терморегуляции. Биолог Стэнли Крауч из университета Джонса Хопкинса, специализирующийся на экстремофильных организмах, в 2024 году опубликовал теоретическую работу о возможных биологических системах, способных поддерживать активный метаболизм при температурах антарктического подледного пространства на протяжении геологических периодов времени. Его вывод: такая система теоретически возможна только при наличии замкнутого цикла энергообеспечения, не зависящего от внешних источников. Крауч не упоминал Антарктиду в тексте статьи. В разделе благодарности он указал финансирующую организацию — частный исследовательский фонд без публичного адреса и без сайта, зарегистрированный в Делавере в 2021 году, ровно через 2 месяца после японской тепловой томографии. Совокупность данных указывает на одно: под антарктическим льдом находится не руина и не артефакт. Там находится что-то, что продолжает функционировать. 800 тысяч лет — это не срок существования постройки. Это срок существования чего-то живого. В начале этого повествования прозвучал вопрос: что именно нашли ученые под антарктическим льдом? Теперь, пройдя через все данные, все засекреченные отчеты, все показания исследователей и все утечки документов, ответ формулируется следующим образом. Под льдом Земли королевы Мод находится комплекс из 9 структур с признаками искусственного происхождения. Возраст перекрывающего льда над которыми составляет не менее 800 тысяч лет, и по меньшей мере часть этих структур производит тепло прямо сейчас. Это не теория, это совокупность задокументированных данных из независимых источников — норвежских, американских, японских, британских, российских, которые правительства 5 государств одновременно засекретили, сославшись на национальную безопасность. В марте 2024 года Антарктический договор был вынесен на внеплановое совещание государств-участников в Буэнос-Айресе. Официальная повестка совещания касалась экологических норм для туристических судов. Неофициальная повестка не была опубликована, однако дипломатический источник в норвежском министерстве иностранных дел, пожелавший остаться анонимным, сообщил изданию Афтенпостен, что на совещании обсуждался вопрос о введении нового режима ограниченных зон в Антарктиде, территории с запретом на любую исследовательскую деятельность без специального разрешения консультативного совещания в полном составе. Координаты предложенных зон не были опубликованы. По данным того же источника, зоны охватывают значительную часть Земли королевы Мод. Таяние антарктического льда вследствие изменения климата добавляет к этой ситуации фактор, который невозможно контролировать. По расчетам британской антарктической службы, опубликованным в 2023, при сохранении текущих темпов потепления ледник над районом Земли королевы Мод потеряет от 8 до 12% своей толщины к 2070 году. Это означает уменьшение ледяного покрова над объектом QM119 примерно на 260 метров. Структуры по-прежнему останутся под почти 2 километрами льда, но расстояние между ними и поверхностью сократится на величину, достаточную для значительного улучшения качества радарного зондирования коммерческими спутниками. Через 50 лет любая частная компания с доступом к спутниковым данным сможет получить изображение этих структур с разрешением, недостижимым сегодня даже для государственных программ. Правительства, по всей видимости, это понимают. Инициатива по введению ограниченных зон в Антарктиде — попытка установить юридический контроль над информацией до того, как технологии сделают ее общедоступной. Геофизик Эрик Хансен, уволившийся из Норвежского полярного института в 2022, в декабре 2023 дал единственное развернутое интервью немецкому независимому изданию Der Spiegel.
Он сказал следующее. «Я провел 20 лет, изучая Антарктиду. Я знаю, как выглядят природные аномалии. Ну, кто бы мог подумать, что под льдами Антарктиды прячется нечто большее, чем просто пингвины и научные станции. Если вам интересно, какие еще тайны скрывает наш мир, загляните на наш сайт wideori.com. Там много захватывающих историй. Ссылка в описании. То, что я увидел в ноябре 2021, не является природной аномалией. Я не знаю, что это. Никто из тех, кому я показывал данные, не знает, что это. Именно поэтому данные засекречены. Не потому, что правительства знают ответ и скрывают его, а потому, что они не знают ответа и боятся этого факта. Страх перед неизвестным ответом, возможно, наиболее точное описание того, что происходит с антарктическими данными. Если бы под льдом была просто аномальная геологическая формация, ее бы изучили и опубликовали результаты. Если бы там была нацистская база или советский секретный объект, это тоже поддается классификации и управлению. Засекречивание без объяснений, координированное между государствами с противоположными геополитическими интересами, указывает на нечто, что не вписывается ни в одну существующую категорию. 800 тысяч лет назад на Земле не было людей, но что-то было. И судя по тепловым данным японской экспедиции, подчеркнутым профессором Накамурой дважды в его личном дневнике, это что-то есть до сих пор.